Мы с Женей решили чуть-чуть обойти наши правила и сделать для тебя исключение. Потому что прежде чем войти в глубинную работу с подсознанием, мы долго работаем, когда, если нужно долго работать, работаем над аспектами, потому что аспекты фактически показывают готовность сотрудничества сознания и подсознания, а Мгм. также физического тела, как оно там настроено. Но так как у тебя такие аспекты по здоровью, то есть такая психосоматика, то мы пошли другим путем, и мы сделаем диагностическую сессию в глубоком э, считывании для того, чтобы ты, возможно, лучше поняла вот свои причины. Хорошо? М. Да, хорошо. Окей. Полностью доверяю процессу. Да. Хорошо, Оля. Тогда начнем с вашей цели сеанса и потом перейдем к аспекту. Пожалуйста, зачитайте или передайте нам. Ну да, цель сеанса я писала Виктории. Мгм. А, Там вот так обширно у меня, но самое основное, что меня беспокоит последние вот именно 3 года, это действительно здоровье. Ам, Очень много каких-то болезней. То есть вот с тех пор, как мы с Алексеем вместе, причем у меня умерла мама перед этим, и у нас, ну, у меня пошли болезни, в принципе, у нас у всех, но я как самое слабое звено, я как-то болею более долго, и самое такое интересное, что у меня возникла бессонница 2,5 года назад. И я просто не знала, что с этим делать. Мне ничего не помогало. Мне только в последнее время мне полегче с этим стало. Может быть, мне гомеопатия помогла. Я и по психологам ходила, и прорабатывали там то, что вот потеря мамы, и то, что с мужем у нас какие-то ссоры, он неуважительно может что-то мне, какое-то неуважительное отношение ко мне, то есть вот это вот психосоматическое. Я, в принципе, достаточно много своим умом понимаю, и в плане того, что я слишком была к маме привязана, то, что ее не стало, это, конечно, тоже стресс. И то, что у меня отношений таких, так, чтобы я жила с мужчиной, у меня никогда не было. То есть это первый опыт с Алексеем, и такой опыт непростой, то есть отношения достаточно такие, ну, то есть присутствует, он часто навешивает мне какой-то комплекс вины, что ли, то есть какой-то абьюз, что я какая-то недостаточно хороша, что я там болею постоянно, то есть я себя чувствую виноватой, что я там что-то ну, недостаточно хороша, и Мгм. болею я, и все, и туда-сюда очень это все. А вы с ним давно? Три Отношения года. ваши? 3 года. С И тех пор я, бессонница у вас началась? да, вот Мгм. в этих отношениях, да. Так, ну, Мне еще говорили, что хорошо. магия, магическое воздействие, что его Мгм. бывшая жена делает там Оленька, образ. давай так. Цель сеанса — это ориентир ваш для вашего подсознания, для вашей души, чтобы вы показали то, к чему вы Ну, хотите прийти. я хочу Если у вас прийти бессонница, в и цели бессонница, сеансов, да. хороший сон, да? Не только хороший. Высыпаться, да? Так Высыпаться, ведь? чувствовать себя хорошо, чувствовать себя в ресурсе, в своей силе.
чтобы я Мгм. могла жить полноценно, нормально, чтобы все Мгм. у меня ну, пошло на лад, так скажем. И, конечно, то есть докопаться до своей внутренней сути очень важно, потому что мне очень часто говорили, что у меня какая-то есть внутренняя сила, но я наоборот себя слабой чувствую. То есть как-то мне бы хотелось свое предназначение раскрыть еще при этом, потому что я понимаю, что вот эти все события, вот эти вот болезни, они возможны потому, что я своего предназначения не выполняю в этой жизни. То есть у меня Хорошо. В нет цели реализации, получается. То есть что такое цель к сеансу? Что должно измениться после сеанса? Вот, а какие ожидания? Я иду в магазин, я ожидаю там что-то конкретное купить, а потом с этого приготовить кушать. То есть у меня конкретный план. Какой Да, конкретный план у тебя да, есть по отношению к нашему сеансу? Вот я как жизнь твоя понимаю. изменится, когда произойдет сеанс так, как ты хочешь? Да, я хочу раскрыть свою внутреннюю силу, свою внутреннюю природу, чтобы я была, чтобы у меня был ресурс и были силы а, жить и спать, и быть здоровой. То есть, ну вот А что именно тебе сейчас мешает иметь этот ресурс? я, честно Первое, говоря, что идет, то и а, истина. ну, скорее всего, мешают какие-то иллюзии. Вот, может быть, А почему тебе важно жить в иллюзиях? Первое, что идет, а это может быть, истина. страшно посмотреть в глубину, в какую-то и А проявить себя. почему тебе Ну, важно проявить себя и посмотреть в глубину? Почему это для тебя важно? я всю жизнь боялась себя проявлять. Вот это моя основная с детства А что проблема. будет, когда ты проявишь себя? Когда я себя проявляла, все время м, было враждебное ко мне отношение. Или зависть, или что-то. То есть как-то я какую-то агрессию встречала. А почему тебе важно встречать агрессию или принимать ее? Почему это важно для тебя? Не знаю, тут какой-то замкнутый круг, чтобы я себя не проявляла. А, чтобы ты себя не проявляла. То есть смотри, ты сама отвечаешь, вот это и есть скрытая сила. Потому что на самом деле все ответы на все твои вопросы есть внутри тебя. Ты перед нашим сеансом, еще сеанс не начался, ты уже нам все рассказала. Ты уже сказала, что твоя психосоматика отвечает на то, что ты позволяешь твоему мужу себя унижать. Вопрос сразу же возникает, а почему тебе важно позволять себя унижать? Ты же можешь поменять эту ситуацию. Ты можешь себе не позволять это делать, да? Я высказываю, вот, то есть я как бы Нет, говорю, это но не я то, натыкаюсь это... на стену. Получается, Да, что ты натыкаешься на стену, но тебе это важно именно выбрать такого мужа, который бы был для тебя как стена. Так почему тебе важно вот такого мужа иметь? но здесь действительно вопрос к тому, что то есть быть какой-то служанкой и не проявлять себя, получается, А опять давай же. пофантазируем. Вот представь себе, что ты воин. Древний воин с войском подошла к стене. Какие варианты насчет этого всего? Ты хочешь войти в этот город, ты хочешь его захватить, ограбить, а перед тобой стена. Ограбить. Какие... Не, ну а зачем войны ведутся? Все войны для того, чтобы соседа ограбить. Ну, это логично, нормально, так всегда происходит. Я не хочу никого ограбить. Начнем с этого. Хорошо, это слово уберем, если оно тебе не нравится, но это же правда. Смотри, есть два варианта преодоления этой стены.
Или ты стену одолеешь, или эта стена тебя туда не пустит. И твои цели останутся только целями, и никогда они не осуществлятся. То есть только два варианта. Если ты хочешь наладить отношения конкретно с этим человеком, нужно взять во внимание то, что у него свой характер, свои какие-то Да. там и все такое. Вопрос, на что ты соглашаешься? На что ты соглашаешься? И все. Ты говоришь, то есть я тебе сейчас рассказываю, что ты нам рассказала. Дальше ты говоришь, у меня сильная привязка к маме. Да, это Мгм. нормально, когда есть привязка к маме, но у нас должно быть и понимание. То есть ты уже рассказала, что моя мама передала мне, да, вот эти программы подчинения, Мгм. неуверенности в себе. Мгм. Вот, это я от мамочки получила, у меня сильная привязка. То есть для нас это уже открытая книга. То есть ты еще ничего, даже до аспектов не дошла. А все уже нам рассказала, да? Вот. Мгм. Ты рассказала, у меня сложные отношения с моим мужем. Естественно, что это понятно, что если женщина выходит замуж и сразу начинает болеть, это психосоматика. То есть Мгм. сопротивление, это мужчина не для меня. Твоя душа кричит, чтобы ты что-то меняла. Мгм. Вопрос. Или ты дальше продолжаешь себя уничтожать и живешь с этим мужем, или ты с ним меняешь какие-то отношения, потому что если он абьюзивный, с ним тоже можно жить, его можно перепрограммировать, потому что абьюзер– это обиженный ребенок своей матерью, своим отцом и так дальше. То есть это глубоко раненый Да, теленочек, который бодается, потому что да, он сильно защищается. Да? да. То есть вот, для того, чтобы прекратились все твои эти несчастья, которые на тебя навалились, ты говоришь магия. Ты нам сейчас рассказала о твоей внутренней магии. Это, что я вот тебе перечислила, это буквально с твоих 5 секунд речи твоей, да? То есть это и есть та внутренняя магия, которая проявляется притягивает буквально, проявляет в физической реальности те программы, показывает тебе как зеркало. То есть, ну, когда мы проходим мимо зеркала, выходим на улочку, хотим быть красивыми, так мы поправляем волосы у себя на голове, а не пытаемся зеркало причесать, да? То есть вопрос такой, что мы будем, себя поправлять или зеркало чесать? Ну, конечно, я с собой, хочу Вот, работать. смотри. Вот поэтому нужно не бояться посмотреть в глубину. А ты сказала, я, наверное, боюсь посмотреть. А что ты там боишься увидеть в глубине? Я уже готова увидеть, правду, истину, и А что будет, если ты узнаешь правду? я что-то поменяю, скорее всего. Ты Я готова так, взять ответственность за а, свою жизнь в свои руки? ну, естественно, да, уже время пришло, и я сама к этому м, Отлично, созрела. Я так считаю. хорошо. Потому что все вокруг уже об этом говорит. Да, так скажи, пожалуйста, вот исходя из этого всего, какая твоя цель от нашего сеанса? Что ты хочешь получить от этого сеанса расследования? У нас будет еще один сеанс. Это первый сеанс, где мы посмотрим, что происходит в твоем пространстве. Я хочу осознавать себя, свое место в этом мире,
и выполнять э, свою миссию, жить. Ну вот я всегда, ну как-то мне хочется быть в единстве с Богом, вот с первоисточником, и проявлять себя от, вот, от истины. Ну вот это желание души, наверное. Я как-то вот всегда к этому стремилась. А где, И по твоему мнению, находится первоисточник, Всевышний, Бог? я думаю, что внутри, в сердце, в душе, вот он всегда рядом. То есть, как в Библии сказано, Царствие Божие внутри вас есть. То есть А оно что вот. мешает тебе быть уже как бы наедине с ним? Но этому ничто не может помешать, я так считаю. А, То есть ничто не мешает. Почему у тебя Ничто. желание вернуть эту целостность, вернуть это единство? Вот я как раз думаю, что такое ощущение, что мне как будто бы ответственности, что ли, не хватает, какого-то Ага. внутреннего стержня, что ли. Как-то вот, чтобы себя проявить. Я не знаю, почему-то мне вот все идет себя проявить сейчас. Вот, Ну, чтобы правильно. проявить свою А, внутреннюю природу. отлично. Оля, а скажи, пожалуйста, когда ты впервые почувствовала, что тебе что-то мешает проявить себя? Это где-то очень глубоко в детстве, в очень раннем детстве. Когда мне мама, скорее всего, говорила, что эм, папа, не шуми, не, там, папа пьяный, там, а то он будет агрессию проявлять, там, ну, вот это вот, скорее всего, вот оттуда тянется. Что я тогда уже боялась себя проявлять, чтобы не помешать отцу, чтобы он не начал как-то агрессивно себя вести. Ну, вот как-то так. Потому что там была алкогольная зависимость у него. И мама, ну, вот как наседка, она меня оберегала вот от всего, и от внешнего мира, и от папы. И вот сиди тихо, главное, как бы, ну, чтобы ничего не произошло, да, чтобы не спровоцировать какую-то агрессию. Вот так, И то есть извне. это было в раннем детстве, и ты уже выросла, стала большая, много раз проявляла себя, но все равно этот страх есть. А что было, Но когда ты проявляла себя? что было, когда я проявляла себя? В основном я встречала какой-то, ну, например, в школе, а, ну, как это сказать, я встречала как раз-таки агрессию, Наказание, можно сказать, да? зависть, да, да. То Это есть наказание. а, у меня было ощущение, что лучше вообще сидеть тихо, и чтобы меня Ага. никто не видел как-то, Отлично. потому Олечка, а что. где это ощущение у тебя? Сейчас вот так глаза можешь закрыть. Пусть твоя правая рука тебе поможет найти в твоем теле вот это ощущение. Ну, даже когда я говорила, у меня было ощущение, что я сейчас заплачу, и вот у меня где-то ком в горле сидит, и где-то, может быть, вот на сердце какой-то груз. А, Мгм. А почему ты хочешь заплакать? ну, потому что всякий раз, когда я себя проявляла, Мгм. а, меня очень жестко я встречала, то есть у меня возник сильный страх от мира окружающего, Мгм. что ну, последует какое-то наказание за это, за мое проявление себя. Оля, ты можешь поплакать. Если ты хочешь, не сдерживай свои эмоции, потому что их просто можно убрать. А вот сейчас скажи, пожалуйста, вот твоя рука нашла вот это Мгм. чувство в горле и в сердце, да?
Да. А ты можешь себе вот представить, вот взять что-то, эту энергию из горла, своей рукой, ну, как бы представить, что как будто бы ты своей рукой ее берешь и просто положила на стол. И рассмотри, как она выглядит. М, Ну, это как сгусток какой-то, как облако, которое обволакивает, и оно полностью стирает кто я есть. Вот О, такое ощущение, как оно что называется? Дай ему имя оно, какое-нибудь. оно не дает мне увидеть даже себя. То есть это как какой-то туман, это какое-то облако, Мгм. которое заволакивает, ну, я не вижу себя. Назови его, дай ему какое-то имя. Унизительное, смешное, саркастическое. Ну, это как туман, иллюзия какая-то, вот, морок, не знаю, Так и такие. назови его Маракашка. Маракашка. Пусть будет так. И скажи, вот выйми эту маракашку, положи ее Мгм. на стол мысленно и скажи, я Оля, Я Оля, я человек, я человек, я живая душа, я живая душа, а ты маракашка. а ты Маракаш. Я тебе очень благодарна за то, И что я ты тебе меня очень спасал когда-то. благодарна за то, что ты меня спасал когда-то. Но ты вышел из-под контроля, дорогой. Но ты вышел из-под контроля, дорогой. Я принимаю решение. Я принимаю решение. Я хозяин в моем пространстве. И я хозяин в моем пространстве. А сейчас посмотри, как изменился этот маракашка. Что-то, какое-то произошло изменение. Ну, он уже не такой большой. А сейчас И ты как будто можешь там посмотреть и сказать, я забираю мою энергию, мой я забираю свет, мою энергию, мой мое свет, проявление. мое проявление. Я позволяю себе Я позволю проявляться. тебе проявляться. Я хозяин моего пространства. Я хозяин моего Я пространства. человек, Я человек, а ты программа, ты ничто. а ты программа. Ты ничто. Теперь ты будешь мне служить, Теперь ты будешь мне служить, чтобы я была счастлива, чтобы я была счастлива, гармоничная гармоничная и здоровая. и здоровая. Ты будешь мне просто подсказывать про Ты какие-то будешь опасности, просто подсказывать про какие-то опасности. а решение принимаю я. Решение принимаю я. Так есть, Так есть, так было так было, и так будет всегда. и так будет всегда. А теперь, Оля, скажи, пожалуйста, как ты себя сейчас чувствуешь? Какие что-то поменялось в твоих ощущениях? Ну да, М. сказать, что То я есть, более да, ситуация осталась вся та же. Поменялось твое отношение. Ты сделала, что мы сейчас сделали? Ну, по факту это семейные расстановки. Мы все расставили по своим местам. Потому что неживая программа. А что такое неживая программа? Ну, программа есть в компьютере. И он работает так, как мы его там запрограммировали. Мы, наше тело,
Наша психика– это и есть компьютер. Как мы его запрограммировали, как нам запрограммировали, какие программки там передали нам после слияния сперматозоида и яйцеклеточки наши родители, вот это, да, оно так и работает. Но дело в том, что человек– венец природы. А почему это правда? Да потому что только у человека есть божественный мозг, неокортекс. У Мгм. собачек нет, хотя мы их любим, и они очень верные и проявляют мудрость, или другие животные. Но только у человека есть божественный мозг, который принимает решения. То есть, понимаешь, да? А сейчас обрати внимание на твое сердце. Ты сказала, что там тоже блок сидит. На что он похож? Вот помогай своей рукой. Просканируй свое пространство. Что там ты чувствуешь? Ну, это по ощущениям, это какая-то боль. 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 На что она похожа? Как она выглядит? Ну, как какая-то черная дыра, скорее всего. А, черная дыра. Возьми эту черную дыру и положи ее на стол. И рассматривай ее. Когда она у тебя впервые появилась? Что приходит первое, то и есть истина. Ну, такое ощущение, что вот это от того, что какие-то обиды, вот от соприкосновения вот с жестокостью, с каким-то вот то, что в этом мире так Но, не, другими словами, это чувство несправедливости, да, по отношению к себе. наверное, да, что это какое-то вот, да, какое-то, да, скорее всего, это, То есть накопленная обида происходит тогда, когда много раз, часто и регулярно к нам относились незаслуженно. А теперь давай представь себе, что эта энергия появилась. Ты же говорила, что ты готова посмотреть в глубину, на правду. Что на самом деле, по большому счету, ты на это все заслужила. мгм, Потому что ты сама позволяла себя унижать, ты мгм, сама приняла программы своих родителей неосознанно. Здесь нет твоей вины. Ну, так случилось, мгм, да? Но ты в любой момент можешь поменять это отношение и сказать, да, я это принимала когда-то, да, я жила по программам моих родителей, моего рода, но я в любой момент могу это прекратить, потому что я– это я Оля, а ты… А ну эту дыру назови как-то. Тырка-пырка, например, или как-то еще. Как ты это ее больше как назовешь? боль какая-то, вот идет что-то, какая-то боль. Вот, а можешь посмотреть в эту боль, что там внутри? Она вся черная или что-то там есть другое? Но вот я еще, когда смотрела еще раньше, ну, то есть вот это ощущение такое, что как будто вот в этом, вот эта боль от этого мира, вот что здесь очень много боли, и вот этот мир страданий, и вот здесь вот это вот
э, вот эта вот боль, что А что как-то, будет, когда я не этой знаю боли не почему, будет? как будто бы это боль от того, что я вообще здесь нахожусь. Вот такое ощущение. Оля, хорошо. А сейчас помечтай о том времени, представь себе себя, когда этой боли нет, когда полностью восстановилась вся справедливость, когда ты восстановила всю справедливость. Как ты себя будешь Свобода. чувствовать? Можно вздохнуть. Фу, вот так вот хочется. Слава Богу сказать. Хорошо. А сейчас тебе что мешает сказать слава Богу и ощутить эту свободу? Я же тут нахожусь. Тут много всего. Тут много боли, тут много опасностей, тут много агрессии. Здесь все, вот здесь прям как мир испытаний просто-напросто. Отлично. А сейчас ты говоришь другими словами, мир– это зеркало того, что творится у нас в душе. И ты говоришь другими словами, да, переверни это. В моей душе вот такой хаос творится, несправедливость. Там есть вот это все. То Мгм. есть где мы пойдем справедливость наводить, порядки наводить? Во внешнем мире или все-таки в себе? Ну, конечно, в себе. Все же от нас зависит. Я понимаю. Отлично. Готово. Так что эта дырка-пырка там делает? Посмотри на нее. Ничего не думай, просто как бы посмотри, и что ты чувствуешь? Что приходит первым? Не приходит, так и говорит, ничего не приходит. Это нормально. Ничего не должно приходить, если ничего не приходит. То есть не надо там из себя выдавливать то, чего нет. Это все нормальная реакция, все нормально. У тебя прекрасная связь с собой, прекрасная. У Прекрасная меня связь с ощущение, телом. ощущение, что это как-то связано с темными силами, какое-то что-то темное такое А когда ощущение. же ты впервые с темными силами столкнулась? Ну, если брать эту жизнь, я просто не помню другие, в этой жизни у меня возник в 12 лет очень большой страх быть порабощенной темными силами. То есть я посмотрела передачу, Мгм. где человек не контролировал себя. То есть там, ну, там было рассказано, что в нем сидят демоны, вот это вот все. Я очень этого испугалась. И там, причем такая была подача, что это может случиться с каждым, в том числе и с вами. А я была очень чувствительная, и у меня такой страх засел, что это может произойти со мной, что я могу себя не контролировать и быть вот такой. И мне было, ну, я с этим страхом очень долго боролась, на самом деле, очень долго жила. И вот А этот вот возьми, то страх, есть смотри, в этой дыре, в этой дырке-пырке есть это гипноз, да, то есть это самовнушение. То есть мгм. А что бы ты хотела этой девочке в 12 лет сейчас подсказать? Как бы Я бы она тогда сказала, должна была поступить? что Бог сильнее, и А Бог твоя внутри. суть вон внутри, и никто не может тебе ничего сделать, потому что ты сильнее. Так скажи Вот, ей, где эта девочка твоя 12 лет? А ну, закрой глаза, поищи ее в пространстве. Найди близко, далеко, слева, справа, сверху, снизу. Где она? Поищи руками. Где эта девочка, которая там была в 12 лет? ну,
По ощущениям, она вообще передо мной, вот тут Угу, рядом. И да. я Что она делает? Закрой глазки, посмотри. Как она выглядит? Что она делает? не знаю, я вижу ее вот так вот, она вот, Молится. да, Мгм. вот полностью вот, Просит помощь. Да? да, да. Да. А что ты? А ты же ей только что хотела что-то сказать. Скажи ей. Вот Я закрой глазки и скажи. Вся сила в тебе, дорогая моя Олечка, посмотри на меня. Видишь, какая большая. все силы в Это тебе. я, это ты. Ты выросла. Ты Вы, этому страху можешь это сказать ему, что и этому человеку, который тебе внушал, что вся сила в тебе. все, Ты светлая, чистая душа. И светлое, ты не чистое, принимаешь его не принимаешь нарратив. его Не не каждый человек может не быть человек. одержим, но Может, только тот, кто приступает к коны Всевышнего, к коны жизни. А я мгм. чистая. Я Вот иду своим собственным путем. все. Я принимаю решение Я принимаю и решение ответственность и за мою жизнь, за мой выбор. за Я мой выбираю свет. свет, Коны Всевышнего и моя душа охраняют меня. он Всевышний, и моя душа охраняет меня. Я благодарю тебя, что ты меня оберегал всю жизнь. Я благодарю тебя, что ты меня оберегал всю жизнь. Но сейчас я забираю всю свою силу. Но сейчас я забираю всю свою силу, Я забираю всю мою энергию, весь мой свет. всю мою энергию, весь мой свет. Я забираю весь потенциал, И я забираю весь потенциал, все мои потерянные возможности, все мои потерянные возможности, упущенные возможности. упущенные возможности. Я возвращаю себе. Я возвращаюсь себе. Мое решение здесь и Мой сейчас, здесь и сейчас. мой выбор Мой выбор здесь и сейчас. здесь и сейчас. Это полное спокойствие, Это полное спокойствие. это защита, Это защита, здоровье, здоровье, уверенность в своей чистоте и красоте. уверенность в своей чистоте и красоте. Я человек, Я человек, я душа, я душа, а ты всего лишь программа. а ты всего лишь программа. Войди в эту девочку, обними ее, возьми ее на руки, или как ты хочешь ее. Успокой ее, скажи, что все хорошо, все прекрасно. Она под защитой Всевышнего, под защитой твоей божественной души. И ты всегда будешь с ней. Ты для нее и папа, и мама, и Всевышний. Ей нечего бояться. Она в полной безопасности. Она и есть свет. И бери этот страх, эту дырку-пырку и просто отдавай этому человеку в этот экран. Просто возьми туда и скажи ему, это твой нарратив. Забирай его себе и отправляй туда, откуда ты его взял. Я отправляю туда, откуда ты его взял. Я принимаю решение быть Я счастливой, здоровой, быть счастливой, здоровой, в безопасности. в безопасности. Отсоединяйся от всех, открывай глазки. Как ты сейчас себя чувствуешь? Что-то произошло? Какие-то Ну, изменения? Да? изменения я чувствую, да. Ощущение, что
какой-то свет вот наполнил меня, и больше силы, А какой уверенности. это свет? Свет моей души. Ну да, это свет Высшего осознания. света, Смотри, ты да. говорила, смотри, большой секрет, который от нас скрывают, заключается в том, что все ответы на все вопросы есть только в человеке. Мгм. И весь потенциал есть только в самом человеке. И при правильной работе, да, сам с собой, с помощью наставника в первое время, а потом ты это можешь делать сама, ты можешь управлять своими эмоциями, своей жизнью, своим здоровьем, своим телом. То есть запустить Согласна. этого самоцелителя, твоего внутреннего целителя, который там, он тебе, да, он стучится к тебе, он тебе какие-то болезни посылает, то какого-то вируса, то температурку, то все, то муж там орет, то еще что-то, понимаешь? Это же работа внутреннего целителя, он хочет достучаться. Олечка, посмотри, ты ж своей жизнью делаешь что-то не так, ты идешь не своим путем, ты забыла о себе. И Да, смотри, а теперь скажи, пожалуйста, вот эти два случая, которые ты назвала, есть в твоих аспектах? то, что я прописывала, ну, я прописываю следствие уже, я так полагаю. Ну вот, ты ответила на вопрос. То есть следствие, то есть это как бурьян, который вырос, а мы идем на огород с такой сапочкой, и каждое утро сапаем, сапаем, а корень каждое утро нам через ночь вырастает новый бурьянчик. Почему? Потому что Мгм. корень. А корень– это те ситуации, в которых человек, душа, почувствовал страх и не понимал, что происходит. Потому что когда человек понимает, что происходит, Мгм. никаких контрактов не происходит. Или он осознанно это делает, да? Но когда человек теряет вот этот ориентир, теряет защиту, да, он растерян, он не знает, как себя вести, потому что у него есть импульсы, а особенно это в раннем детстве. Мгм. Да. Ты сказала там 12 лет, еще раньше, да, но эти блоки были заложены еще раньше. Так вот, вот эти два случая, которые ты описала, это и есть те главные аспекты, которые мы должны рассмотреть на сеансе. Для того, Мгм. чтобы вырвать этот корень, чтобы эти события и явления не проявлялись в жизни. Это как лобода. Да. Если корень вырвешь, то лободы больше не будет, бурьяна, да? Мы же Абсолютно. огород так и защищаем, да? Сейчас на этой коуч-сессии ты увидела, что такое аспекты для сеанса регрессивной терапии. Если ты говоришь о последствиях, Мгм. ну, то нам нужно найти корень. Се- Сейчас я предлагаю, что сделать. Я предлагаю сейчас, я посмотрю, что в твоем пространстве делается, в эфирном пространстве. Женя, ты согласен? Конечно. Вот. Давай То есть посмотрим. это будет наша такая вот сегодня диагностическая сессия с глубинной работой. Первая часть– это ты работала на уровне сознания, тела, подсознания. Сейчас я посмотрю,
что там у тебя творится на уровне энергетическом. Только смотри, эм, люди пугаются, когда я говорю какие-то там... Не надо Какие-то пугаться. монстры какие-то. Монстры, крокодилы. Да. Не буду пугаться. Это Я уже Это, метафора. ну, это метафора, да, вот точно так же, как ты сказала. Вот это сидит какой-то там обволакивающая тучка, которая вот меня вообще закрывает, и себя там не вижу. А здесь я это же, дырочка я- какая-то. да, извините, что я перебиваю. Я же очень много работала. Я же с этих 12 лет. Я и Библию читала, и эзотерики очень много. Я же очень много работала над собой. Я уже, А какой эзотерики очень много было? Можно так просто перечислить? да, можно. Я читала Лули Вилма, Платонова, Синельников, Нарбеков, а, ну и так далее. И Ну, читала, это такое, информация мозгу не очень интересна. не На, только. Я ходила а в школу медитации, мы там работали над собой, там и сущности убирали, и чистили себя, и поля, и чакры подували. То есть, ну это я 5 лет ходила, потом и что? 20. Почистилась? Ну, я себя более уверенно почувствовала после вот А всего, сейчас? столько информации и прочего. И я Ну, понимаю, что от этого результат, зависит результат. результат, он пока, вы знаете как, пока какие-то качели вот туда-сюда. То есть все равно Мгм. у А как меня это, называется эта школа? ну это было в Перми, я просто из Урала, из Перми, это когда я там жила, я просто здесь уже вот в Краснодарском крае 6-й год, 6 лет уже. А так я из Перми, я там жила всю жизнь. Не, Мы, Оля, нам нужно название, потому что когда ну, я вижу образы, нам нужно сориентироваться. А что это? Не всегда школа идет название. развития. Там Как? была ясновидящая женщина, просто школа развития. Вот А, школа была развития. А как эту женщину зовут? Татьяна Германовна. Германовна? Да, да. Татьяна, короче. Хорошо. М. Что еще было? Что еще было? Часто меня жизнь сводила с какими-то ясновидящими. То есть у меня там был знакомый, который очень много видел. Он мне сказал, что там, ну, Люди там, ясновидящие все, только некоторые потеряли эту способность. Но, да, я тебя смотри, если я что, я могу себя тоже ясновидящей назвать? Потому что это да, тоже правда. Я могу себя разрекламировать, а люди на эзотерику падкие, они скорее пойдут в эзотерическую школу, чем пойдут к психологу, у которого телепатический дар, который описан. Наука на самом деле все это описала, все знает. Кто такие ясновидящие, как этот дар работает, что это на самом деле. То есть я по определению не называю себя никогда никакой ясновидящей. Почему? Потому что я не хочу завлекать людей ложными обещаниями. Ясновидящий говорит, я сейчас все увижу, я сейчас вам расскажу, я вам что-то сейчас сделаю. Нет, первая часть нашей встречи показала, что ты ясновидящая, ты ясно увидела свои блоки, которые на первый взгляд выглядят как какая-то тучка, какая-то дырка-пырка, а на самом деле там хранится информация, что это глубинный слой информации там. То есть, могу ли я сказать, что я какая-то особенная? Да, у меня есть телепатический дар. Я глубоко считываю информацию. То есть я просматриваю не только поверхностный слой, как это делают ясновидящие и эзотерики, а потом пугают теориями о
рептилоидах, о крокодилах каких-то, о сущностях, о духах и так дальше. Я этого не делаю. Я говорю правду о том, что все духи рождаются внутри человека тогда, когда он идет на контракт своей душой, на компромисс, когда он занимается магией, а это преступление против себя. Потому что когда ты отдаешь руководство твоей жизнью в чужие руки, когда ты отдаешь решение вместо тебя в другие руки, это преступление против своей жизни, Да. против своей души. Оля, чем ты еще занималась? Психологом ходила. Ну, психологи тоже есть психопаты, не будем их сюда. Надеемся, что у тебя нормальные были психологи. Э, да, дальше. Гипнотерапия. Я же пыталась Гипнотерапия. решить мою проблему. Да, Я правильно. гипнотерапевт. Гипнотерапия это что? Расскажи поподробнее. Меня погружали в сеанс, в причины, я там что-то видела, мы это как-то убирали. И, ну, так, чтобы какой-то Кто прям проводил? проводила девушка. Так, Она так. психолог? Гипнотерапия это Да, вообще... она психолог, да, она Хорошо. психолог. Она мне понравилась, Мгм. но результата, чтобы я стала спать, у меня не было, Ну, честно. я тебе открою секрет. Для Мгм. того, чтобы пришел результат, но нужно много сессий. И не только Мгм. сессий. Я разработала свою собственную методику, потому что я на себе это испытала. Мгм. И я получила этот опыт, и за много лет работы с подсознанием людей я знаю, что только целостный подход, когда мы работаем одновременно с душой, подсознанием, то есть, да, сознанием, с осознанностью, своим физическим телом, с родовыми программами, своими убеждениями. То есть, когда мы работаем на всех уровнях своего естества, только тогда мы получаем тот результат, который мы хотим получить от жизни. И только тогда жизнь выстраивается таким образом, что ты и желания исполняются. Вот если взять меня 20 лет назад, Мгм. те мои визуализации, то, к чему я стремилась, у меня все есть. Я тогда и придумать себе не могла, что я с Украины, с красивого европейского города Львов, дождливого и холодного, каким-то образом попаду на другой континент, в Америку, в Майами. А я же тогда видела эти пальмы и остров. А где я живу? Я живу на острове. На островах Санни-Айлас-Бич. То есть это острова, усеянные пальмами. Да? Я живу с тем человеком, которого видела, которого я Мгм. узнала, услышала имя. Да, почему? Именно это стало поворотным моментом, когда я поняла, что я живу не своей жизнью, что я вышла замуж один раз, второй раз, не за того человека, да, и поэтому у меня все эти проблемы в жизни были. То есть я отдала власть над своей жизнью гадалке, которая мне погадала и мне наврала, а я ей поверила и вышла замуж за второго мужа, за первого мужа, да. Это была зацепка. А второй муж вообще меня приворожил, привязал к себе, да? То есть, а следствие где? А кто виноват? А где справедливость? А глаза-то видели, что покупали, так что не плачьте теперь. Да, кто выбор делал? А у всегда есть выбор у человека. Вот, поэтому смотри, я тебя спрашиваю о каких-то магических ритуалах. Ну, например, м, вызывание духов или что-то еще такое.
спиритические сеансы, эзотерические практики, где там протыкивали себя какими-то там энергиями, еще чего-то такое. Я об этом спрашиваю. Такого не было. Нет. Я всегда была далека от этого, магию никакую не наводила. Мгм. Единственное, что в детстве мы кто-то посмотрел как какой-то то ли ужастик, то ли что. И вот это вот мы в детстве, и мне причем это было неприятно и страшно, вот рисовали какие-то круги, вызывали ведьм. Вот там вот, я не знаю, ну вот как что-то вот такое. Ведьму И там, вызывали. да, что-то такое было. И вот на зеркале там рисовали помадой, и там вызывали пиковую даму. Ну, это вот детские вот эти вот шалости были. И А что, так я вызвали? никогда... Ну, Пришла там вот дама? я не знаю. Вот там какие-то вот следы были на этой помаде. То ли кто-то там пальцем мне специально это рисовал, то ли что, я не знаю. Но вот это вот в детстве это было. А так, чтобы пойти кого-то приворожить магией, мне всегда это было противно. То есть я от этого держалась подальше. Единственное, что я делала, это ходила гадать вот иногда. Это тоже, ну, А а так зачем? я уже поняла, А что зачем гадать, ты ходила гадать, что тебе это дало? ну, чтобы узнать, там, когда я выйду замуж или Узнала? нет. Счастье тебе это принесло? Когда вот я заболела, мне соседка дала контакт. э, Ну, в общем, она мне тоже говорила, что бывшая жена делала магию. И вот недавно тоже я обратилась к женщине, которая снимает магию. Она, как оказалось, тоже использует какие-то карты, но это не таро карты, слава богу, потому что таро это вообще, на них нельзя гадать. Хотя когда-то я гадала тоже э, по интернету, ну, когда еще не соображала. И вот, ну, я обращалась, мне говорили, что магия, бывшая жена Так, делает. вопрос. Имя мужа, мамы, папы, бывшей жены и этой женщины, которая гадала. Имя мужа Алексей. Мамы, папы кого? Моих? Мамы, Ну, папы. Да. естественно. Мама Любовь, отец Борис мой. Женщина, которая гадала последний раз, это Елена. Елена. До этого была, ну это уже когда я ходила в 24 году, там была она цыганка вообще. Она живет в Хабаровске. Как ее зовут, я даже уже не Ну, помню. цыганка, неважно. Нам это Да, нужно, чтобы распознавать потом, чтобы были ориентиры на карте, на ментальной. Потому что я когда увижу, мы должны расследовать, а что это может быть? ну, еще добавлю, еще есть Карина. Мне муж сказал, Елена, это далеко, которая вот, про которую я Мгм. говорила, что она просто сказала, что к ней нужно приехать, она намолит воду, и надо ее будет там 7 недель пить. Ищи, говорит, здесь. Но я нашла здесь, в Краснодарском крае, Карина. Вот она Мгм. заряжает соль. Она мне вот этот вот защитный амулет дала, передала. И, Мгм. И где в он? общем, Покажи мне, пожалуйста. Вот она это на тебе, снимает, да? да, она снимает магию. Ну, как бы вот Этот работает. амулет снял магию? Но мне стало легче, я стала лучше спать, А, честно. хорошо. Отлично. И соль. Я натираюсь вот солью. Сколько вот у нас, она заряжает соль. Про мужа сказала, что он... Она заряжает соль. Она, да, она А сама. почему ты сама не заряжаешь соль? Ну,
Думаю, если у меня не получается, вот я вот сколько уже Ну вот. как не получается? Мы же уже увидели, ты ясновидящая. Смотри, я как заряжаю воду. Я тебе скажу, как я заряжаю воду. Вот я принимаю душ, Мгм. и я своим намерением Мгм. говорю, на меня вода льется и смывает с меня и всю грязь за целый день, и всю Да, негативную энергию, и все чужое, всю чужую энергию. И я становлюсь чистой, лучистой, здоровой. да. Что А тебе нас, мешает заряжать воду? нас, кстати, учили. Вот я когда ходила в школу развития, о которой я говорила, мы Ага. там воду заряжали, сами вот читали молитву над водой, да, тоже вот с намерением, Ну да, что это как в Библии написано, как Иисус учил. Не да, что она повторяйте молитвы одни и те же, как те безумцы, которые думают, что Бог глуховат или туповат, что за один раз не поймет, что нужно постоянно по кругу пластинку вертеть. Мгм. Энергией мы своей, своим намерением и вниманием заряжаем каждую клеточку своего тела, своего сознания. Мы ясновидящие, ты ясновидящая. Ты ясно видишь все только в том случае, когда понимаешь, что вся сила в тебе. А сейчас смотри, у нас будет сеанс расследовательский, телепатического чтения или эмпатического по-научному, потому что я не понимаю смысла слова телепат, если честно. Откуда оно взялось, тоже не знаю. Потому что по-научному это эмпат. Эмпатическое, то есть это дар человека, который имеет способность выстраивать мосты между правым полушарием своим и правым полушарием клиента или другого человека, или другого животного, или даже растения. То есть выстраивает эти мосты, основанные на любви. То есть это безопасный контакт между душами. поняла. Так на сколько процентов зависит в твоей жизни результат от нашего сеанса, от всего? Вот результат, который ты хочешь получить. У меня ощущение, что все зависит от меня и от Бога. Так на сколько процентов, скажи, в циферках? Это то, что мне приходит, я должна Да, озвучить. Что вот то, приходит? что приходит, то и говоришь. 98%. Хорошо, а 2% кому принадлежит? Не знаю, случай Случаю. моей халатности, наверное. Все-таки тебе, то есть все-таки давай, да, дотягивай до 100%. То есть это же твоя халатность. Ну, скажем так, не будем себя унижать, не халатность это называется. Не- Это называется самосаботажник. Это внутренний вампир. Это то самое, что я вижу, там эти энергии в виде зверей, разных зверушек, крокодилов, насекомых. Так визуализируются программы, которые захватили, съели нашу энергию, а наша энергия– это чистый свет, это как зернышко. Посадил его, куда не посадишь, оно растет. Посадил в водичку, корешки пустила. Посадил в землю, корешки пустила. В водичке растет, в земле растет, везде растет. Вот точно так и наш свет внутренний. Куда не посадишь, кто не съест, там и растет. Отдали свое внимание какой-то Наташе, гадалке или кому-то еще, или Елене, или кому-то еще. Там и растет наша энергия. А потом мы говорим, о, магию кто-то мне сделал. А сами же отдали, пошли по рукам, поотдавали все, да? Вместо Ну, того, чтобы выбрать своего мужа,
Я бы и не Пусть пошла, если бы у меня вот эти вот ну, проблемы не стали начинаться. Я просто искала пути решения как-то, ну, еще у меня не, знакомая Оля, подружка. это не думай, что я тебя обвиняю. Боже упаси. Это тот опыт, это же методом втыка. Ну, смотри, как я могу... Вот представь себе, у меня бусинка потерялась. И она Мгм. куда-то покатилась. И я не знаю куда. Разве моя вина, что я ее ищу под кроватью, если она там где-то в шкаф закатилась? Ну, да. Ну, поискала, потому что есть причина поискать, да? Нам же ж никто не сказал, дорогие друзья, вот у нас, ну, раньше так было, вот это мы строим коммунизм, нам всем туда. Ну, я утрирую уже, шучу, да? То есть это же наоборот. Но мы не знаем этот путь. Мы должны прийти в эту жизнь, мы так захотели, чтобы научиться отыскивать истину, чувствовать ее, понимать и делать правильный выбор. Все. Так что мы решили на все 100% зависит твоя жизнь от тебя. А сейчас какой ты видишь твою жизнь после того, как пройдут вот все наши сеансы, все произойдет, все самым лучшим образом для тебя? Как это будет? Как ты будешь себя чувствовать? Я Что будет чувствую, что по-другому? я буду уверена в себе, у меня будет раскрыта моя сила и связь с Богом, ну, с душой. То есть А как это конкретно? э, я буду чувствовать себя энергичной, я буду здоровой, Мгм. э, я буду видеть свой потенциал и куда его направить. То есть И куда ты его будешь направлять? я пока не знаю, но на то, что на созидание в любом О, случае. а какие отношения будут у тебя тогда? Ну, с мужем, с людьми Да, вообще? хорошие отношения. Ну, и смотри, вот маленькая подсказка. Это все общие слова. Подсознание это не понимает. Оно Мгм. понимает, когда ты в альфа-состоянии, например, ложишься спать или проснулась, и придумываешь себе картины, какие у вас прекрасные отношения с мужем, конкретные бытовые штучки. Это так работает. Я когда-то сделаю видео, что это просто словами не описать. Я ж училка чуть-чуть, я училась на педагога, психологию мы там изучали, но мы изучали детскую психологию, как дрессировать деточек, да? То есть нельзя деточек обижать, нельзя дуракам говорить, что они глупые, всегда нужно повышать планку, это закон. Когда ты обижена на своего мужа, а он мне вчера, а я ему, а он мне, а я ему. То есть это вот эта заезженная пластинка. И выйти с этого круговорота можно только одним единственным способом. Забудь, поверь, убеди себя, все, что ты имеешь в жизни, это твой выбор, ты так выбрала. Это был твой тогда выбор. Он же хороший человек, хороший, я верю, что хороший человек. И вот хороший человек, он же хочет тебе добра. Смотри, Олечка, пойди там к этой гадалке, пусть она тебе там водичку позаряжает. Он же хочет тебе добра. Ну, правда, не знает, как это правильно сделать. Он тебе оплатил, наверное, такой сеанс вот с нами, правильно? То есть он тебя сподвиг, то есть он хочет тебе добра, он желает тебе добра, он ищет, Согласна. да? То есть и вместо того, чтобы зацикливаться на том, чтобы думать, а он мне, а я ему, дай себе установку, проговаривай себе постоянно. У меня отличные отношения с собой, с мужем и с людьми. Я всегда думаю о себе, о муже, о других людях только позитивно. И М, придумывай истории, как он тебе там это то. Я вам скажу секрет, вот так это по секрету скажу. Я делаю эксперименты, вот я себе что-то придумаю, и вот у меня с мужем, и он говорит,
или что-то делает вот именно так, как я это придумала. Потому что это все на добро, на наши, и для меня, и для него, и для всей Вселенной. Вот так оно и работает. Тогда, когда ты Я берешь поняла, да. власть в свои руки. А сейчас все, идем. Все аспекты понятны. Только я не запомнила, как жену бывшую зовут. Бывшая жена Нина, Настя. У нее было имя Нина, сейчас она поменяла на имя Настя. Хорошо. Интересно. Как Надо она? было меня не спрашивать. Интересно, как бы она проявилась. Да. Хорошо, Ленька. Тогда мы готовимся. Ты выключи, пожалуйста, микрофон, и когда мы уже закончим сеанс, тогда только Да. включишь его. Хорошо? Сейчас я найду, да, вот звук я отключаю, правильно, да? Мгм. Мгм. Отлично. Виктория, ты готова? Как меня слышно? Сейчас настраиваешь. Так, Мгм. еще скажи что-то. Хорошо, настраивайся, чтобы было Чуть все громко сейчас. отлично слышно. Да, Я тебя слышу. тоже хорошо слышу. Тогда хорошо. Мгм. Виктория, я посчитаю от 3 до 1, ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство. 3, 2, 1. Виктория, ты в эфирном пространстве? Да. Что ты видишь? Странно, но я слышу, а не вижу. Я Что вижу, ты слышишь? я Мгм. слышу Оля, а из сектора магии черная пелена, которая как будто бы кто-то раздувает такой как пелену, как шар, да, ну, такое плоское, оно вот так раздувает, чтобы Оле не было видно. И слышу имя Настя в секторе магии. А там, где Оля, она выглядит как здесь, ну, представь себе, как люди надувают шарик, да, по форме, Мгм. но он просто плоский, плоское, и оно выглядит, как будто бы там такие, как мушки, вот, по форме. А в секторе интерферентов слышу Оля, такой шарик, ну, такой сияющий шарик, ну, форма такая же. То есть это говорит о сцепке, оно таки считывается, сцепка. То есть вот эта магия внешняя, она притягивается на внутреннюю, и в секторе интерферентов это как раз говорит о присутствии чужого влияния, вампирического. Как будто бы в таком сияющем шарике сидит Оля, она как будто бы на полу, и М. перед ней такая черная книга, и она от этой черной книги проводит такой круг вокруг себя черный, и я слышу «Пиковая дама». И она себя вот так вот как бы очертила, и получилось так, что перед ней эта черная книга. В этой книге, когда я посмотрела, я вижу такое зеркало, а в зеркало смотрит такой как черт, такой дух, энергия, и так вот вытягивается из сектора магии. М. То есть это тот же дух проявился, то есть можно сказать, что это так внутренний целитель сейчас бьет в колокола для того, чтобы это внутренняя миссия, чтобы Оля
освободилась от этого магического, оно так и считывается, круга. Мгм. Вот. То есть Да. Оля, когда я направляю свое внимание, я слышу, но закрывает ее вот эта Настя. Она делает магический ритуал с огнем спички, огонь сжигает что-то, какую-то ткань на могиле. Мгм. Да, я вижу, это ночью происходит. Могила, вот это, и она на каменный такой этот бросает, шепчет ритуал, делает. Мгм. Потом зажигает свечу, и как будто бы в консервной банке пустой. И поставила, буквально считывается, слышу так, на пепел от этой одежды. Вот. Мгм. А, Да. ставить свечу, Мгм. ждет ее, когда она загаснет. И в этот момент а, и у нее как бы считывается, происходит распад личности. И она как-то руки вот так вот держит, точно так, как показала Оля, Правильно. когда мы Мгм. с ней работали. Так это Настя держит вот так вот руки, и этот дух вот тут висит, завис над ней, ее руки вот так обматывает этой, как веревкой черной, Мгм. и вот так шух прямо втыкнул в эту могилу. То есть она считывается, это страшный ритуал. И она себя привязала буквально под этой могилой. Вот этот там скелет лежит, а ниже скелета а, Кто там? Кто там там ниже? такая как глыба, и это считывается, что сливает в себя буквально такая серая энергия, которая сливается. И она так пожурчала, то есть она себя сливает, свой считывается, слила себя и свой ее же род и ее детей. То есть поэтому я сказала, когда первый раз встретилась с Алексеем и Олей, что с ним тоже нужно поработать, потому что это его дети там остались, а Настя как бы своим действием наложила проклятие на весь род и на детей. Мгм. То есть то, что она магичит там на Олю, это одно, но вот эта карма завязалась, ее собственная. Вот. И сейчас я зову Олю. А Оля взяла так и переступила, наступила на эту пелену, и она такая, считывается как жижа, такая вязкая энергия. Вот, и она становится такая полупрозрачная, а эти черные, как хлопья, как-то опадают. А Оля переступает, наступает на нее, на эту энергию, и на правой ноге такой черный сапог. Ну, я сейчас замораживаю эту ситуацию и хочу, считываю. Считай эфирная ДНК Оли, она ли это? Сейчас, одну секундочку, я как-то Так. постепенно от ноги Мгм. поднимается внимание вверх, и она так раз боком поворачивается, и такие огромные крылья у нее, а правая нога как бы привязана и в таком черном сапоге. А в сердце
Вот это, как я назвала, дырка-пырка, да, оно Мгм. считывается дыра, то есть портал в сектор интерферентов и в сектор магии. Раздваивается вот так вот. Два портала с одного места идут. Сердце, потом энергия на шее, и сразу пошла информация, щитовидная железа, и там как будто бы гормональный сбой, и эта энергия буквально как будто бы как вампир хватает за шею и туда-сюда за одну, то есть старается ее якобы прокусить. Считывается выпить кровь, то есть вампир энергетический. Считывается подселенец, энергетический подселенец. Это Мгм. следствие этой внешней магии от Насти. Э, Сейчас Так. сейчас я... А Мгм. лицо закрыто у Оли. Голова как будто бы шея сломана. Лицо смотрит назад, а спереди черная маска, там, где лицо, черная маска и считывается Настя. Мгм. Так. А чем А, лицо закрытое у нее? Что это за энергия? Эта энергия, она считывается как словоблудие. И там этот шепот, который шептала Настя во время а, этого Мгм. магического ритуала. И вот она чиркает эту спичку и зажигает свечу и читает эту как бы молитву, такое проклятие. Мгм. Ну, в таком каком-то очень глубоком разочаровании. М. Ну, просто Так. как бы провал. Хорошо, я от нее, Мгм. я ей передаю, сейчас я ее считаю, эфирная ДНК этой Наси, приказываю ей отвечать, кто она такая. Мгм. И Да, я ну так и ей, пусть назовется. она сказала, жена Алексея. И я ей приказала посидеть, помолчать, и так как так шух, за, ну, как бы Мгм. Закрыла? запечатала, закрыла. Обращаюсь теперь к Оле э, и считываю Мгм. ее эфирное ДНК. Вот это слова звучат, которые говорила Оля, она это ощущала, что энергия, через которую она себя саму не видит. Да? Э, Да, ей передаю информацию о том, ай, я ей говорю, ты же ясновидящая. Ты же все Мгм. видишь. Я говорю, убери эту ам, Энергия, энергию, да? эту Да. кракозябру, да. И она ее отдает и отдает этой девочке. А Мгм. девочка, я вижу, стоит маленькая, годика 3, а на кровати папа спит. А она как бы стоит и их поправляет кровать. Я ей передаю, что это ее прошлое. А она здесь и сейчас. Показываю ей ее, вот где она сидит. Я говорю, что она в полном порядке, жива, здорова, при полном здравии. И заказала у нас сеанс. Так и звучит полная оплата. Мгм. Надо же. М. Я ей передаю, что Да. она может просто выйти с этих конструкций. Это доминирующие программы сознания, которые ее как бы удерживают в позиции. Оно так и считывается, позиционные программы. И я ей передаю, что она живая душа, и она может просто, у нее вот крылья есть, свобода внутренняя, она может подняться, и она вот так М. поднимается Мгм. на какой-то 9 уровень. Берет вот так из глаз вот эту такую
энергию, она такая, как медуза, знаешь. Это вот так вот Мгм. сбрасывает себя. И я теперь ее лицо вижу, а в Да. глазах чужие глаза, чужая энергия, считывается Кармен, и я вижу там цыганку, гадалка цыганка. От ее глаз она как бы просматривает энергетически. Когда Оля пошла к этой цыганке, то она дала доступ до своего подсознания, и она, ну, то есть матрица вот эта темная, эти гадалки, они все с этой матрицей, и она связалась по нейронным сетям, э, по тем ситуациям, где Оля чувствовала себя нехорошо, где делала какие-то неправильные решения по отношению к себе. Вот на эту она привязалась и стала считываемой, доступной для этой гадалки. Но я считываю информацию, ДНК Оли– это она. Считаю. Да, это она. Хорошо. Она вырастает, становится большая, и сейчас начинает проявляться ее, считывается биологическая форма, ну, такой какой-то шар. Мгм. Эм, Считывается иллюзия, он как-то иллюзия защиты. И этот шар, он отдельно от нее, он не вокруг нее, как можно себе визуализировать, представить, а как такой шар, опять же, это форма шара из сектора интерферентов. И в секторе интерферентов я наблюдаю щупальцы спрута, Мгм. вот, и вот эта черная Анастя там вся трясется в секторе магии. Хорошо, на все считывается на 100%. Это Оля. Мгм. Спроси у Оли, разрешает ли она, чтобы мы потрудились с ней для нее? Она говорит, я разрешаю убрать магию сцепления, говорит. Магию сцепления. Мгм. Говорит, мой ребенок против, то есть это Олечка маленькая, которая в этой дивертикуле времени застряла, говорит, что ее ребенок против воздействия извне. Мгм. Да, хорошо. А что это за э, магия сцепления? Давай посмотрим, что это за энергия, как она проникла. Я вижу, что вот этот магический ритуал, то есть, ну как говорят, люди говорят, что вот я хочу иметь как бы полную защиту от магии. А как ее получить? То есть эти пси-технологии, а магия это и есть пси-технологии, то есть только обросла этими ореолом таинственности. На самом деле этот механизм давным-давно известен. Вот, то есть Мгм. любое внушение, любое воздействие, сам человек по природе, нет такого человека, который бы, вот, например, Настя, да, она сама по себе не имеет никакого магического влияния, она не может там загипнотизировать или что-то еще сделать. У нее такой возможности нет, потому что человек, по сути, не имеет в себе такой возможности, да? Вопрос, а как тогда происходит вот эта манипуляция, магия, воздействие, когда даже люди умирают, да? Вот. Мгм. Вот Так. я вижу, как от этого воздействия идет вот эта магия исцепления. Вот посредине
как будто бы идет такой стержень внутренний. Но это система координат в моей ментальной карте, а моя ментальная карта, то есть я это вижу, есть вселенские коны порядка, гармонии, которые прописаны, и это система координат для считывания истинной информации. То есть по этому расположению сразу мы визуально видим, как к чему что относится. Это считывается так. Право каждого знать истину. Так вот, это вот координата, как будто бы ось. Мы так и говорим. Ось Мгм. человека, да? Его стержень. Вот этот стержень. И вот там, где проходит этот стержень визуальный, да, я вижу, как энергия проталкивается от этой Насти, а здесь как будто бы стеклянная перегородка. Она как присоска, как муха, вот так вот присасывается. Я вижу этот хоботок. Мгм. А с этой стороны вот эта ситуация, где Олечка, она так и звучит, маленькая, годика 3, что-то там папе поправляет, но когда она это делает, то такая черная полоса идет к правой руке. Вот, нужно посмотреть. То есть это травма, я слышу, травма отвержения. Мгм. Вот. Давай поговорим с маленькой Олечкой. Спроси у нее, что она почувствовала. Я вижу у нее такая запутанность в голове, как будто бы такая энергия над головой висит, как ёршик такой, не ёршик, а как мочалочка такая черная. Мгм. И она так стоит, как будто бы гадает, как будто бы цветочек в руке держит, ну, знаешь, ромашечка. И Да. она говорит, папа меня не любит. Говорит, мама меня бросила. А мама куда-то уехала на автобусе. Мгм. Я вижу, как мама вот куда-то едет на автобусе, а папа спит. И оно так и звучит, что это травма отвержения. И оно как лепесточек этой, цветочек, семицветик, да? Мгм. Ты решила, да. Желание, это базовое желание любви и заботы, оно а, как бы пошатнулась, она, вот это идет, отрицание себя. Мгм. Она чувствует одиночество, покинутость, потому что она вот так пришла, ей даже, наверное, меньше, может, годик с чем-то. Она вот сейчас, может, это несколько ситуаций похожих. Она вот идет, еще плохо так идет, 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 раз села, а папа там на кровати спит, а она пришла на полу, села и чувствует, не чувствует поддержки. И Мгм. в этот момент я вижу, как эта ось, помнишь, я говорила, что из Да. сердца идет портал, который раздваивается. И вот в Мгм. этот момент я вижу, как эта энергия, вот эта покинутость, я слышу, она ее буквально как разрывает изнутри. Получается, и считывается это семя ненависти к себе. Сейчас я посмотрю, кому принадлежит эта черная энергия. Мгм. Кто хозяин этой энергии? Приказываю проявиться. Появляется эта сущность, которую я говорила, которая стояла, когда Настя там колдовала. То есть это уже запрограммировано было. То есть это... Сейчас я спрошу, кто он такой. Какая-то борода у Мгм. него странная. Приказываю этой сущности проявиться согласно его эфирной ДНК истинной. Приказываю назваться, кто он такой. Сейчас, одну секундочку. Должна рассказать, как Да. оно выглядит.
Да, расскажи, Он пожалуйста. выглядит как будто огромный черт такой большой, но сейчас уменьшается, когда я на него смотрю. А на голове, я сказала, борода, а это у него щупальца такие, это как спрут. Мгм. И он говорит, что он съел Настю. Так. А кто он такой? Я приказываю ему, и он начинает вот так как излучать свет, сильно уменьшился, стал как микроб маленький, и вот так вот излучает, пыхтит вот так светом. Вот, говорит, Оля у меня, ну, у него. Вот, говорит, потерянная дочь ее отца, а отец Борис. Вот. Мгм. И Так. Мгм. Так, и это сущность. сейчас я рассмотрю Мгм. эту сущность, и я вижу, что это совокупность разных энергий. Я его так повернула, у него хвост, как будто крокодилий, потянулся вниз. В нижнем портале, и хвост такой живой, как будто бы настоящий крокодил, потянулся в сектор интерферентов, а в секторе интерферентов в кружке сидят какие-то жрецы. Мгм. Что это за жрецы? Считывается Кармен. Мгм. Вот Сейчас я это... посмотрю, Мгм. кто они. А, Так. Вижу карты и такой кружок. Там сидят такие духи, формирователи будущего. Программы такие. М. Как сидят как будто бы люди в таких капюшонах, как ведьмы. И такая подключка в сектор магии. В секторе магии Кто а, находится? вот это цыганский гипноз. Мгм. Вот. Ну, я думаю, Хорошо. что пока это достаточно. Мгм. Вернись к Ну, маленькой Насте. Ой, к да. маленькой Оле. Ага. К маленькой Оле вернись. Да. Мгм. А, вот скажи ей, что я, она взрослая, она большая, что она вот поддерживает себя ее, что она Я вижу, как она любит ее. хватает это спрута, который у нее буквально на шее. Это эгрегориальная структура, подключка к эгрегору пьянства. Вот. Оно так Мгм. уже несколько раз прозвучало. То есть это, потому что пьянство это тоже саботажник, нежелание брать ответственность в свои руки. И в этот момент она сбрасывает этого спрута. Я передаю Оле в каждом ее том моменте, и чтобы она, вот она берет себя на руки, что она Мгм. не обязана носить, выполнять программы своего отца, ее мамы. И мама выбегает с автобуса и хватает ее на руки. Любочка зовут ее маму. Мгм. Она звучит Мгм. как Любочка. Вот. Да. Я передаю Оле, что она сама у себя самый любимый, самый нежный, самый верный человек. Ее божественная сущность– это душа святого первотворца. Мгм. И она смотрит, и она видит это. Вот. И видит эти глаза этой ведьмы, которая считывается как Кармен, цыганки. Мгм. Мгм. Я Так. передаю Оле, Э, что это она решила, считывается, искать свой путь через гипноз. И э, пусть Она может она просто отказаться, да. отменит это решение и примет другое решение. Надеется
только на себя выбирать свой истинный путь по своему, считывается по предложению души. Вот. Мгм. Так. Чтобы она в этом моменте, я вижу, она забирает деньги и отдает карты эти черные. И считывается это мафия. Мгм. Эти духи, формирователи будущего, они утягиваются к этой ведьме. Я передаю Оле, чтобы она выталкивала эти черные глаза, эти энергии, подключки, приказывала этой Кармен забирать ее магию, ее гипноз. И так щелка, и такая, как защелкнулось пространство Оли, и она выходит, встала. Там, где Мгм. она ребеночком сидела там на полу, она встает, вырастает, становится большой. Перед ней открывается такая книга большая. Так. Что за книга это? Она вытаскивает посреди книги. Сейчас я посмотрю, что это. Мгм. О, я посмотрела, так подняла, а там написано «Миссия души». И посредине этой миссии такая черная подключка, как будто это змея какая-то. Шею так Ага. вытянула с такими отростками на голове и тянется в сектор магии. И вижу, это Настя, ритуал на смерть. Мгм. Так, видит ли Оля эту Настю, что она делает в ее пространстве? Она говорит, да, и так вот смотрит. Говорит, Мгм. видит, что видит. Да, она может приказать этой Насте забирать все ее ворожбу, если она хочет, пусть она проявит волю, откажется принимать эту магию и отдает все туда, откуда это пришло. И я вижу, как вот эта ось, которая вот Мгм. так сцепление, она вот так вот, как стрелка часов как-то раз и упала. Э, И этот хоботок от этой магии вот так Мгм. отсоединился, а с этой стороны этот внутренний гипноз, внутреннее соглашение, быть поверженной, быть жертвой, быть удобной для других. Вот это тоже отваливается. То есть эта ось прекращает свою как бы функцию соединительного Мгм. канала. Я передаю Так. Оле, что она сама у себя, центр Вселенной, пусть она посмотрит на свою божественную душу. И она так посмотрела и раз и закрыла. И я и она увидела там, что это та же энергия, которая вот как бы из сектора первоисточника, что это идентичная энергия. Мгм. И оно так и звучит. Она так и говорит: «Я есть Он», то есть источник света. То есть ее внутренний свет ничем не отличается от того света. Это как часть ДНК, которую человек передает своим детям. Вот это тоже Мгм. то же самое. Да, Она Бог посмотрела и внутри нас. говорит: «Я любовь». Мгм. Да, я передаю Оле, чтобы она отдала все воздействия этой Насте, и пусть передает этой Насте, что Настя может, если хочет, изменить ее решение, колдовать на судьбу соперницы. И Мгм. потому что Она будет наносить вред и ее звучит, роду. Мгм. да, от Мгм. Оли звучит: «Я жена Алексея». Мгм.
Он выбрал меня. И такой звук, и закрывается портал, и эта черная энергия, которую я видела в начале, закрывала, как спрут, уползает под закрытую дверь. Я передаю Оле, чтобы она убрала все эти энергии чужеродные с ее личного пространства. И вдруг услышала: «А нет!» То есть какая-то часть энергии застряла, я это Мгм. замораживаю и вижу зеркало. А на зеркале как будто бы отпечаток такой. Точно помада такая, Мгм. размазанная. Так, Сейчас что и это я за вижу. ситуация? Мгм. Да, что ты видишь? В секторе интерферента находится, считывается дух злобы. И Мгм. это те же энергии, которые и у Кармен, вызывание. Так, хорошо. Что это за То есть ситуация? ритуал, сейчас я Где? посмотрю. Мгм. Я вижу, это девчушки такие, небольшие. Они как будто бы в классике только что попрыгали, а потом подходят к этому зеркалу. Э, Мгм. Таким заговорческим каким-то тоном. Кто-то рисует что-то, как будто бы губы. Считывается это как поцелуй ведьмы. Вот оно что. Поцелуй ведьмы. И я вижу какая-то тарелочка, как будто бы перевернута вверх дном. Мгм. Так, Вот. И где в этой ситуации Оля? Мгм. Оля, у нее рука вот так вот от локтя, и вот это почернела, и она вот так вот держит руку на сердце. Мгм. И в этой энергии черной этот имплант, я вижу такую морду этого демона. То есть это... М. Сейчас я спрошу его, кто он. Приказы этой сущности отвечать, кто он такой, какова его суть. Энергия считывается как подставить подножку, как соблазнитель. Упырь. Мгм. Энергия упыря. А, И эта же энергия — это раздвоение. Этот, это энергия М. раздвоения личности. Мы так и говорим, раздвоение личности. Когда человек идет не своим путем, у него появляется как бы потеря между разными своими частями. Самообман это еще считывается. Я сейчас спрошу Олечку, зачем она тогда эту ведьму вызывала? Почему ей важно было это сделать? Мгм. Спроси А она Оля. говорит, М. потому что я умерла юной. И М. от нее, Каким был? от Мгм. руки, от, от кулака идет такая подключка ниже в секторе интерферентов. То есть это считывается энергия закабаления души. И я М. вижу, как ее, она вот так держит руку, и ее кто-то, какая-то женщина, как будто бы опускает куда-то. Так, что это за женщина? Приказы этой женщины называться, кто она такая? Она выглядит как ведьма, но как бабу-ягу рисуют, ну, изображают там. М. Костяная нога, она вот так подняла ногу и туп-туп, и нос такой длинный. Сейчас я Мгм. спрошу, а Что на это за... самом деле это ее энергия, а на самом деле я вижу, что это какая-то женщина такая большая, толстая, в таком пышном платье.
и она подходит к зеркалу. И считывается, что она утопила вот эту девушку. Она ее, девушка вот так вот руки сложены, а она почему-то ее, это метафора, наверное, сейчас я буду смотреть, как-то Мгм. берет его так это за руки и так опускает, как будто бы в могилу. И она говорит, что свела ее со света. И эта женщина смотрит глазами в зеркало, и такой луч в зеркало, а с обратной стороны этого зеркала она как будто бы пробивает сквозь это зеркало, и уже с другой стороны вот стоит это зеркало, как бы такое инкрустированное все в рамке, стоит на такой подпорке, а с той стороны я вижу этот дух с хвостом. Так, И эта женщина считывается и говорит: «Я убила Настю». так кто же эта женщина? Кто она такая? Пусть назовется, приказывай ей назваться. Кто она такая? Это Оля. Я вижу ее лицо и имя звучит. Так. Что это за ситуация? Когда она произошла? 1500 идет 10-й год. 1510 год. Даже звучит, это Нидерланды. Вот вижу, так четко Мгм. все. Да. Давай убедимся, считая эфирной ДНК, Оля, она ли это в этом эпизоде? В этом эпизоде я вижу лицо Оли, но что-то странное, где живот, где пупок. Там такая черная, как черная энергия, такая же, вот как девочка маленькая, как будто бы папу укрывала одеялом, и Мгм. тоже это же черная энергия была. В пупке Мгм. считывается смерть соперницы. Сейчас я все расставлю по ментальной истинной карте и прошу назваться всех истинными именами, кто есть кто, потому что Мгм. какое-то чувство у меня, что что-то не так. Ну да. Ты тоже это чувствуешь, Приказываем. да? На подозрение такое, да. Да, и оно вот так как-то от ее пупка вот так вот закрутилось. эм, в пупке как будто бы такой механизм, который имеет штук 20 таких, как будто бы они косы считываются. Ну, такие вот энергии, оно как колесо вот так поворачивается. И оно считывается, что как бы мир перевернулся. Уже второй раз в начале сеанса это слышала, и опять, что мир перевернулся. Вот. Сейчас я считаю, где эта фантазия считывается. Вот сейчас оно встало на свои Мгм. места. И кто хозяин этой фантазии? Вот эта энергия, вот это все находится в таком пространстве. Оно как медуза такое. Считывается, что это а, м, Как это считывается? самооговор. Это чувство вины и энергии Насти вот в этой ситуации. То есть как бы Оля приняла роль, как бы приняла эту магию, потому что чувствовала какую-то вину на себе из-за м,
того, что она как бы вышла замуж за Алексея. Мгм. Я Так. передаю Оле, чтобы она рассмотрела эту энергию, а она теперь отделилась от Оли и стала такая, как большая медуза, бесформенная, как будто бы на стол. Оля ее так хляпнула, я передаю Оле, чтобы она отделила от себя все энергии, все навязанные иллюзии, которые не принадлежат ей и не соответствуют ее истинному ДНК. Но оно уже несколько раз идет, это как переброс кармы. Мгм. То есть получается так, что Настя, ну, буквально считывается, возомнила себе, то есть придумала себе историю, что она имеет моральное и кармическое право наказать Олю. И придумала себе оправдание. И Мгм. эта история, это ее иллюзия привязалась на собственные иллюзии Оли. Сейчас я посмотрю. Это какой-то контракт. Давай посмотрим, ш- что это за контракт. Пусть Оля его покажет. А от этой медузы, которая вот перед ней, на этой медузе такие маленькие прозрачные крылышки, как у какого-то там, Насекомого. даже не насекомого, а точно такую форму повторяют такого дракона. Дракончика такой, М. только эта медуза большая, а крылышки маленькие. И от этой медузы Так. пошла подключка как бы в сектор подписания контракта. Мгм. Давай И посмотрим, я что находится в вижу, что секторе. Мгм. в этом секторе находится именно свадьба. Оля и ее жених Алексей звучит. Мгм. И, Так. и Алексей стоит, а у него сзади, где позвоночник, такая черная энергия, и там как будто бы такой худой дракон, как это в китайской мифологии. Такой дракон Змей. сидит на спине и кусает его за шею. Мгм. Вот. Так. Учитывается, Ага. что в этот момент Оля приняла родовую программу Алексея, Какую и в программу? эфирном Мгм. пространстве уже было прописано вот это негативное воздействие, это магия от его бывшей жены. И когда Оля выходила за него замуж и произносила слова клятвы, то она посмотрела и считала информацию об этом драконе. Это родовое проклятие Мгм. семьи Алексея. И когда она произносила эти слова, то есть людей не научили, что когда произносят эти слова клятвы, то Мгм. нужно думать про себя. Я принимаю только свет от рода моего мужа, а все негативные программы отдаю туда, откуда они пришли. Таким образом, это защитить себя от переброса вот этих негативных энергий. А она посмотрела в этот момент, увидела этого дракона, который вот так над головой у Алексея, и как бы испугалась, уменьшилась, и как будто бы получается так, что она а, э, проникла внутрь энергосферы Алексея. Он ее как будто бы вместе с этим драконом поглотил. Мгм. И она Так, через пупок, так. через этого дракона, через эту родовую систему
Вот, через эту клятву, я вижу, попадает в такое пространство внизу, а там как-то от этого дракона этот хвост потянулся, от нее. То есть это переплетение этих детских травм и перенятых верований этого всего, и произошло как бы сплетение ДНК энергий. Считывается, что приняла за чистую монету, то есть как бы выключила свой критический разум. И вдруг Мгм. она раз и переворачивает этот контракт, где и она видит, что эти энергии, оно так и звучит, родовое проклятие Алексея. Мгм. Давай посмотрим, Что в что этот в этом. момент и Мгм. она берет, и я вижу, берет, и этого дракончика, он сильно уменьшился, вот так вот берет и просто запихивает в этот журнал, в эту книгу, которая там перед ней лежала, перед ним, и запихивает ее туда и говорит, что отказываюсь воспринимать, говорит, его металлический голос, его сущность за живого. И руки протягивает в нижний портал и достает эту невесту оттуда, которая выходит по этим черным ступенькам, которые вдруг начинают превращаться в колесо. Но она уже руку подала и вытащила ее оттуда. И звучит клятва: беру в мужья, беру в жены. И она вдруг а, считывается как панцирь на языке, то есть это неспособность защитить себя мыслями. Вот этот имплант уходит с ее языка, и я Мгм. вижу, как... Помнишь, я говорила, что в детстве у нее появилась такая тучка, как будто бы мочалка, и эта тучка исчезла. Это вот была детская психическая, психологическая травма. А вместо Мгм. этого вот изнутри, через сердце, вот так через горло, через язык, такой фонтан энергетический пошел, и так все, вот эта тучка черная превратилась в сияющую, как будто бы искорки сияющие съели эту всю темноту, и такой фонтан пошел, и она, как ангел с крыльями, вылетает вверх. Мгм. Так, Вылетает аж. вверх и поднялась и встала на какую-то тучку. И так правой ногой туп, и я вижу, что этот черный сапог у нее был так как резиновый, такой бесформенный, некрасивый. И этот он превратился сейчас в такой сапожик, расписанный весь красивый. А что это за точка? Мгм. Что это за точка? Что Считывается, это? что это собственные иллюзии насчет себя. Так, и в чем заключаются эти иллюзии? А когда Смысл? она... Ну, иллюзия — это Мгм. иллюзии. Ну, Она для тупнула ногой, ясности. и это Мгм. прозвучало. Звучит вот... Сейчас я что-то пропустила, а сейчас вот это Вернись, звучит: да. я все М. могу, я Мгм. принимаю решение. И она берет, себя снимает такую одежду, как будто бы принцесса какой-то, да, и складывает эту одежду туда, где лежала эта девушка в могиле. Мгм. Вот, и я вижу, как руки этой ведьмы, которая опускала эту девушку, то есть это переброс кармы. Эм, Она как будто бы завизжала, как будто бы от огня. И Мгм. эта утопленница образная, да, возвращается к Насте. То есть это части Насти,
Через этот магический ритуал как бы проникла в подсознательную программу Оли, и произошло переписывание памяти. Переброс кармы– это Мгм. переписывание памяти. Сейчас я передаю Оле, что она чистая божественная душа, что ее жизнь принадлежит только ей, и здесь и сейчас она может принять решение проявлять свою собственную волю, определять свою жизнь, свои выборы. Она хозяин своего пространства, своей жизни, своих мыслей, своей памяти. И даже день вчерашний она не э, может отправить никуда, ам, и он не должен управлять ее жизнью, и имеет значение только то, что она принимает решение здесь и сейчас. А она нам сказала, что она хочет быть здоровой, счастливой, свободной, каждый день наполненной энергией и создавать вокруг себя, созидать пространство веры, надежды, любви, гармонии, процветания и здоровья. И вижу, как эти мошки, которые выдувала эта Настя, полетели обратно туда, в тот портал. И я вижу, как она закрывает этот портал. Я передаю Оле, чтобы она стерла со всех информационных полей все соглашения, когда она Мгм. согласилась чувствовать себя виноватой. И она ни в чем не виновата. Если сделала ошибку, она ее просто имеет возможность исправить, и все. Вот. Мгм. И вижу, что она Так. взлетает, как птица какая-то. Белая птица вверх летит с огромными Мгм. крыльями. Сейчас я спрошу, считаю, что это за птица у нее. Птичка такая, голова. А что это за образ, что это за энергия? Сейчас я Что спрошу. она обозначает? Обозначает, считывается как свобода мышления. Мгм. Так, как сейчас Оля выглядит, ее А она эфирное тело? поворачивается, вот Мгм. как вначале поворачивалась, вот так она поворачивается вокруг, вот так вот поворачивается, а на ней такое, как какое-то покрывало прозрачное. А это покрывало, это как будто бы кто-то надул шарик, а шарик сдулся, а она как будто бы внутри. И я вижу, что это тянется в сектор интерферентов, и в секторе интерферентов опять там этот ритуал, книга, и она проводит черным как бы мелом такую полосочку. И черная полосочка, она не замкнула весь круг, а остановилась вот так где-то возле, ну, сделала там, мне идет 75 градусов она сделала. Мгм. Так. Вот. То есть осталось 75 градусов пространства. Вот здесь это считывается, что это зона выхода из конфликта с собой. Мгм. Сейчас я спрошу, что это она делает за ритуал, что это такое. Мгм. Я Поэтому. вижу, что от этой ситуации пошла подключка, то есть я как-то странно, пошла подключка в сектор м, магии, Мгм. и там такая просто черная маленькая точечка. Сейчас я ее увеличу и посмотрю, что там происходит. И я вижу, как Оля, звучит Оля, как в шарике пространстве такой. На физике вижу. Она пришла, Мгм. села, как будто бы на табурет, а в энергетическом плане там как будто бы такая игла, как будто бы такая булавка такая. И она на Мгм. эту, не булавка, а как это называется, кнопка, только большая. И Кнопки. вот она на эту кнопку садится,
и перед ней карты раскладываются. Мгм. Так, Виктория, заморозь эту ситуацию. Да. Ага. Что-то вылетело, Оля. Сейчас я Такая. ей передам информацию, что а, она может отсоединиться от всех, от всего, и войти в осознанное состояние и чувствовать себя великолепно. Мгм. Звучит Так. какое-то имя Катя. Ну, мы завершим. Мгм. Так, с этой ситуацией. Что мы делаем с этой табуреткой, иглой и Мы кнопкой? ничего не делаем. Я спрошу М. у Оли. Это она пришла к какой-то Катерине. Я вижу, это женщина, которая называет себя Катериной. Так, Оля Она, появляется. Подожди секундочку. Ну продолжи, да. да, Ага. хорошо, она здесь. А, Эта женщина, вот она как бы и гадает, и она берет какую-то банку и взбалтывает вот что-то внутри, а внутри там вот эта штука, медуза эта, которая лежала в начале сеанса перед Олей, считывается иллюзия спасения. Мгм. Какая-то соль. Ну вот это, сейчас скажу. Так, это Карина, ритуал, соль, амулет, который она дала, да? Карина, а мне идет Катерина, я думала Катерина. Ну да. Вот она, да. То есть, Мгм. это как будто бы она в трехлитровой банке вот так вот колотит, а там создается такое чудище, как водяной какой-то, как считывается зародыш будущего проклятия. Мгм. Оленька, выключи, пожалуйста, микрофон, чтобы не сбить. Мгм. Вот. И я вижу, что вот она, когда пришла к этой М. Карине, Ага. Катерине, то она Мгм. как бы села на эту Булавку. булавку, то Кнопку, да? есть, да, то есть Мгм. эта Кнопка. черная энергия проникла снизу, именно где вот творчество. И я смотрю, что произошло в эфирном плане. В эфирном плане у нее вот так глаза выпучились. То есть это для человека вот обращение к этой Карине равносильно, как это делали пытки, сажали на кол людей. То есть я вижу, Мгм. что для души это одно и то же. А, Мгм. Что хоть? Считывается самоотречение, и я вижу, что в этот момент вот эта иллюзия спасения, это она наоборот, это энергия, энергосфера Оли настолько скукожилась и стала маленькая, обвисшая, что я вижу, как будто бы на Олю накинули такую, ну, как покрывало. М. И подключка тянется в сектор интерферентов. То есть Она энергия, находится там. да, через этот ритуал, через эти обряды утекает энергия ее. Мгм. Считывается, насадила себя на кол. А как это в Вот. секторе интерферентах находится, приказываю проявиться, куда утекает энергия, кто Оно вот так получатель. развернулось, и получатель это Карина. То есть ее духи, то есть оно еще в нижний портал пошло, Мгм. и на физическом уровне это она получает энергию, а на а, энергетическом это ее колдовской эгрегор, я слышу. Там буквально собирает, как в кувшин, энергию Оли. Мгм. Считывается, что Оля сдала саму себя. М, Вот точно так же, как это
ведьма, Ну, которая понятно. наколдовала, она себе навредила. Точно так же вот это обращение. А вот этот амулет, он выглядит на шее как такой колючий, вот черный, коричневого цвета, темно-коричневого, и весь внутри вот так энергия какая-то переливается, как бы замкнутый круг, и оно вот так вот это как бы перетекает, вот так переливается, и это живая Как, энергия, и время от времени выходит такой лучик и так тук-тук в какую-то черную дверцу. м. Рассчитывается формирование иллюзий защиты. Так, То а есть почему Оля чувствует, ну, сказала, что как бы помогает ей амулет? Почему это произошло? То есть, м, Оно, смотри, оно как сначала как будто бы помогает, но на самом деле оно свяжется, оно как бы взращивается и аккумулирует? Мгм. аккумулирует, да, А потом, подтягивается, а потом как бабахнет, вот это я вот это вижу, как стук-стук в черную дверцу, и мгм, притягивается это все, потом усугубляется и переброс этой кармы, и чувство вины, и это магия, и все это как бы, как говорится, в самый неподходящий момент взрывается, если мгм. человек дальше продолжает а, делать то же самое. И когда я Так, на эту ситуацию а, смотрю, то оно так и идет, что посадила себя на кол, и буквально глаза вот так как бы выскочили у Оли от мгм. ужаса, что она натворила. Так. Хочет ли Оля изменить эту ситуацию? Ну, пусть изменит, Мгм. где ее амулет сейчас? На ней? Да, на ней. Ну, Что она хочет с ним сделать сейчас, Оля? Что ты с ним сделаешь? Давай, думай. Что ты выбросишь, уничтожишь или оставишь? Твой выбор. ну, Мгм. сейчас Это я она на ей физике. передаю, Да, да, передай что, информацию. ну, это, ну, даже, ну, отсутствие логики, полное М. отсутствие логики, надеяться на какой-то предмет, потому Мгм. что этот предмет является вот этим порталом, который вот раздваивается. И именно эти амулеты, почему их вешают, чтобы на сердце там были, на руке, то есть ограничивать. И эта ситуация пока зависла, то есть она как будто бы вот зависла, что пришла к этой ведьме, сидит на этой кнопке, то есть она проколола свою, замагичила всю свою, ну, перекрыла весь свой творческий потенциал, как будто бы ее глаза вот так вот прям выскочили. Это точно так же, это ужасно, конечно, выглядит. Я не могу это все передать. Все, что я это чувствую, это как будто бы вот человека вот на кол посадили, вот этот весь ужас, эта боль, это истязание, это вот в эфирном плане то же самое, когда вот Оля пришла к этой типа ясновидящей. Истинно ясновидящая никогда не посоветует помощь извне. Истинное ясновидение, яснознание– это понимание М. конов Вселенной. Каждый человек имеет всю силу в себе. А представь, что а как же людям, ну, логично даже подумать, нужно Мгм. просто раскинуть мозгами. А представь, что человек живет на острове, и поблизости нет никаких ведьм,
то как себе помочь? Разве нет никакого механизма? Разве это справедливо, что Бог, Творец, не вложил механизм самоисцеления? А природа нам говорит, что у нас есть механизм исцеления. Порезал пальчик, он зажил. Заболел на грипп, он вирус выработал этот организм на вирус, этот иммунитет и Антитела. Мгм, да. выздоровел. Точно так же и Мгм. психические все процессы работают на благо человека, и они все есть. Так, хорошо. Вот эту ситуацию Оля видит. Спроси ее, что она хочет сделать. У нее как гипноз, и у нее образовался такой имплант, вот эта игла, как треугольник, вот этот в нижние чакры пробил ее с очень огромной силой и с такой, что ее душа буквально как выбита из орбит, и глаза, вот этот гипноз. Мгм. Так, кто по ментальной карте, кто связан с этим гипнозом? Ну, это Карина, Мгм. это самовнушение мне идет. То есть Оля самовнушает себе, что это что-то может помочь. Так, а это... Помогает только, Мгм. ну, если есть заноза, занозу нужно вынуть. А молиться над занозой, капать на нее что-то, сыпать на нее что-то, ходить куда-то, ну, оно не поможет. Так, я приказываю этой Карине отвечать, что она делает в пространстве, Оля. Пусть отвечает истину. Она говорит, избегаю собственной ответственности. И показывает таким черным пальцем и говорит, она сама пришла. Так. Говорит, ей нужно убедиться в собственной несостоятельности, в собственной греховности. Она еще ее и обвиняет. И Мгм. я слышу эти буквально считываются уколы со стороны ее мужа, который ее как бы э, уничижительно как-то Притягивается относится. на эти Да, то есть, ее а он на программы. самом деле Мгм. говорит правду, потому что она к себе так относится. Она саму себя привела, посадила на кол, сама вот этим, Неверием в себя. да, она хочет, чтобы ее уважали. То есть она не уважает себя, свою собственную силу, а хочет, чтобы ее муж уважал. Ну, так не бывает. Мгм. То есть, по сути, муж, можно сказать, Он проявляет наследственность. отзеркаливает, он Да. говорит, да, Мгм. он Так. тоже не особо осознан, возможно, да, но он ей отзеркаливает и говорит, да, она на это обижается, а организм на это реагирует температурой, болезнями. а, Внутренний Мгм. целитель стремится, чтобы она это осознала и прекратила издеваться над собой. Вот это так работает. Сейчас я вижу, она Мгм. снимает этот амулет. Он такой Так. страшный, колючий. Мгм. Он сейчас уменьшается и уходит в сектор интерферентов. И Так. возвращается к этой Карине и начинает ее как будто бы душить за шею. И эта энергия, на которую села Оля, Мгм. уходит. Она встает, становится большая, и карты эти маленькие черные уменьшаются. И в Отлично. этих картах такие рога, как будто бы бык с рогами. А, Считывается, что жаждет крови.
Мгм. И вот этот вампир, который ее кусал, пытался тоже в начале сеанса шло, что питается кровью, да, а кровь символизирует, мне идет, это осознанные физические решения, действия, которые предпринимает человек. И вдруг этот амулет разрывается изнутри, и это колечко, которое было вот так вот согнуто, М. а это колечко, это тот бублик, это символ души. И он должен быть закрыт, Перекрыть. а он Мгм. вот так вот перекручен. А я что смотрю, что же это там такое вот переливается странное. А вот сейчас, когда оно все лопнуло, то этот бубличек, он такой вот, это символ души, защитного механизма внутреннего, который встроен в человеке, если он доверяет себе, своему божественному началу и идет своим собственным чистым путем. Оно Так. возвращается к ней. Я передаю Оле, что это ее божественная исконная душа, которая дана ей, и это самая большая ценность, которую она должна оберегать и хранить, и избегать всякой магии, что она сейчас может отменить это решение, а еще натирается солью. Рука такая Мгм. черная, как будто бы скользит по ней и натирает ее солью. А это тот дух, который растет из попы этой Карины, Мгм. что символизирует отстой, упадок, а, то есть деградация. Мгм. То есть все Так. эти дела– это все творение на огороде дьявола. Это то, что не приносит пользы, а наоборот, это все считывается матричные рецепторы дьявола. Это все вот эта э, нейрохимия Мгм. этой Так. матрицы умирающей. Мгм. Что Оля хочет сделать с этой солью сейчас? Хочет ли она очистить от чужеродных энергий все ее ДНК, все ее эфирное тело, все ее тела, Она отказаться от хочет, воздействий? она Мгм. хочет и ругается на себя. Ну, я не хочу это слово, конечно, говорить, но Скажи, что это все опыт, что она молодец, что она она совсем сердится. справилась. То есть буквально Мгм. ее душа сердится на нее, и у Мгм. нее такое желание вот отомстить, ударить. Ну ладно, скажу, говорит на нее Пусть. дура. И я Мгм. вижу, сразу там считываются эти энергии, что вот это Да. ее болезнь, это как раз и есть самонаказание. То есть Мгм. она сама себе как бы усугубляла Да, этим. да. Я вижу, она собирает копейки, как будто бы монетки, забирает эти монетки и берет этот табурет с этой пикой и просто в рот этой Карине. Корени. Мгм. Да, Пусть то есть, отдает ну, ей это все. само собой происходит, это карму никто не отменял. Мгм. И этот пузырь лопнул, и такая вода, оттуда как будто бы жидкость такая вытекает. Оно как-то гомункул как-то считывается. А считывается это как зародыш э, того, чего не способно жить. То Мгм. есть формирование будущего, не способного на жизнь. Все эти гадания, все эти амулеты, это вся ерунда. Черная магия, по сути, это все. Потому что перенаправляет силу человека, его энергию, вместо того, чтобы управлять своей жизнью, защищаться и так дальше, строить свое будущее на какую-то а, непонятно что. Мгм.
Да, хорошо, пусть Эля очищает всю ее Я вижу, она берет энергию. такую золотую Мгм. метелочку и этой метлой выгребает это все, заметает в портал. Я передаю Оле, что она может вытолкнуть из себя сейчас все чужеродные энергии, воздействия, отменить все те решения, когда она сама вредила себе, когда она не верила в себя, когда она думала о себе плохо, когда она не знала о своей внутренней силе, о своей мощи. Она же божественное дитя. Как это человек, носитель божественной души, обращается к демонам за оберегом? Это же грех против Творца, Ну, против себя. Это же наговор. так. Это что, Всевышний не может ничего путного создать, чтобы само себя могло защитить? Я передаю Оле, что она может очистить все ее пространство от неверия в себя, от неверия в Всевышнего, потому что это и есть безверие. Это м, э, вот Мгм. Да, пусть она посмотрит на этот знаешь, как говорится, ее это свет, да. оно такое И, противное, вот этот энергии вот эти, да, потому что это ложь на Всевышнего. Вот эти действия, которые человек делает, мгм. да, он таким Да, образом лжет м, вместе с дьяволом на Всевышнего, что Всевышний ничего путного создать не может, что человек должен обращаться за защитой к каким-то предметам, каким-то ведьмам. Это все, как дьявол и говорил. Так они не хотят тебя слушать, они не хотят жить, они хотят умирать, им это весело. Я передаю Оле, что она может полностью очистить ее сознание, ее физическое тело, ее все ментальные тела от предательства своей божественной души, наполниться собственной силой, верой в себя, в свою божественную сущность, убрать все те ритуалы, уничтожить все те энергии, которые были связаны с ритуалом. Ну, так, а она не она скинула делает. этот амулет. Она сняла, конечно. Сняла. Да. А сейчас я вижу, что она вот так поднималась вверх, и этот амулет, он как бы вот был прибит, вот это Мгм. там, он какой-то колючий такой в эфирном плане, а на конце вот эта булька такая какая-то колючая, как будто бы он сплетен с чего-то. Вот. М. И оно его так шух, ее вот так как потянуло, что она вот так согнулась. И в сектор интерферентов такая вот коричневая энергия. Сейчас я хочу М. посмотреть, что там. Да. А там она, вижу, идет, там какой-то контракт. Она идет в таком пространстве, ее душа идет. Так Мгм. осторожно, ножки босые и такое длинное, как будто платье. И она идет и подходит к такому столу и смотрит, что где она стала, такая речка течет, энергия течет такая сияющая, а руки ее она положила на стол, и пальцы почернели. И вдруг эта речка, которая как будто бы сияла, стала превратилась в такую, как в демоническую морду, которая ее вот так вот поглотила, и она провалилась. Считывается оберег Катерины. Мгм. Я хочу посмотреть, Так, какой контракт да, давай посмотрим. подписала, образно говоря, на что согласилась На что Оля. согласилась Оля? Я вижу, Мгм. она согласилась вот буквально проткнуть, сесть на иглу, считывается, то есть стать как бы считывается Донором. спасительницей, да, ну, Мгм. спасительницей, ну, так и звучит, антимира.
А, И я вижу, что вот это, она как проткнулась, то вот это, тот портал, который она видела, вот, М, раздвоение, считывается усы сознания, то есть эти порталы, по которым энергия утекала. Вот, и положила на... Показывает, что руки превратились как в копыта. Оно так и звучит, копыта. Так. Служить дьяволу считывается. Отдать душу М. на растерзание. С кем она подписала контракт? Кто на той стороне контракта приказывает всем ну, проявить Какая-то эта согласно всем. Карина вот так вот, Мгм. и левый глаз у нее черный, и вот так, вот так как-то она дергается, и на физике это она, в эфирном плане у нее такой демон, который что-то там орудует постоянно возле ее попы. Вот она там сидит и постоянно хватается как бы за попу. А он там... А, а у нее там, где эта попа, там этот механизм такой, как косы, ну, эти серпы, да, которые крутятся. Считывается, что она пожинает, жнет души праведных. Что это обозначает? Каких душ она жнет? Тех, которые не осознают своей ценности. М, Считывается, кто продал себя дьяволу. И вот мгм, звучит контракт. Лучше я получу помощь от дьявола, мгм, чем умру от магии. Но этой женщины уже в пространстве нет, и имя ее уже никак не звучит. мгм, Но я помню, что это бывшая жена Алексея, но уже имени никакого я не помню и ее не слышу, нету ее. То есть ага, контракт заключался в том, чтобы как бы продать свою душу, получить как бы жизнь, спасение от дьявола, типа ради жизни, ради выживания. Масло масляное. Ну, одной рукой, как Ага. дьявол, одной рукой делает, а другой отделывает. Ну, Ну, понятно. одной магичит, Их, другой ихние отмагичила. методы ясны. Так, хорошо. Спроси у Оли, видит ли она этот контракт. Вот она снимает эти импланты. Это как у этой, как глаза, как ее, улитка. Ага. Ну Она да. снимает эти импланты, то есть вот эти глаза, эти линзы, через которые... Да, ну мы же так и говорим. Вот оно по-украински звучит слимак. Слимак– это улитка, ну такой слизняк. То есть вот это подчинение магическим программам, это вот вырабатывает этот механизм а, слизняка, да, Угу. потери собственной опоры, собственной силы. И вдруг я слышу, она там говорит, нет. Вот он, дух этот стоит с хвостом. Э, Ага. она с ним подписала контракт. Угу. Так, что-то в этом контракте еще осталось, что мы не рассмотрели. Давай полностью проявим все эти соглашения с этими демонами в этом контракте. Ну, фактически это контракт на продажу души. Мгм. Вот. Я передаю Оле, что она сейчас может отменить, что в ней вся сила и вся защита, и она может отменить это похождение, обращаться, эти все ритуалы, это все и наполняться своей собственной силой, верой в себя, в свое божественное начало.
И я вижу, как она поднимается, ее энергосфера обретает. До этого момента у нее не было энергосферы вообще, а был вот этот искусственный шарик, который был слабый, поморщенный. И этот шарик лопает, уничтожается, а она выходит и вытягивается ее божественная энергия. Я ей передаю, чтобы она вернула всю свою силу, все свое здоровье, отрегулировала свой гомеостаз и снимает с шеи имплант. Это на гормональный ну, сбой, это щитовидная железа. Это, наверное, и с защитой связано, да? То есть Мгм. ментальная защищенность, защита, умение защищать себя как раз и очень связано с работой щитовидной железы. Мы своим мышлением влияем на работу своего организма. Так, хорошо. Что с контрактом? Расторгает ли Оля его? Я вижу, как она его расторгает, Да. разрывает, говорит, что возвращает себе всю ее силу и поднимается вверх, и где голова появляется такая синяя энергия, голубого цвета, синяя, как будто купол такой. И тоже такая форма, как лепесток, как будто бы наброшена из сектора магии. В секторе магии находится мама, я слышу, любовь. И мама как будто бы ее подставила, у нее тоже этот дух был, да? Ну, все люди получают от матерей. Я передаю, Мгм. э, и Оля, она очень что? сильно влияет на Олю, буквально Мгм. считывается. Она как бы не ушла полностью, а как внедрилась в пространство Оли. Передаю Оле, что она может полностью сейчас отсоединиться от матери, позволить маме перейти мне идет почему-то в прозрачное пространство, в самое лучшее пространство, где отдыхают души. Пусть она покажет, где подключка, а подключка от мамы прямо в попу, в нижнюю чакру. Мгм. То есть Оля передаст ей информацию, ее Считывается освобождение. Да. навязанные иллюзии. М. Я передаю Оле, что она может разделить свои энергии от энергии мамы. Она не обязана носить программы и проклятия своего рода, других людей и даже себя в прошлом. Она здесь и сейчас выбирает быть свободной, осознанной, счастливой. И я вижу, как эта подключка, она буквально выглядит как как у мухи этот, или у мухи, по-моему, или у комара такой носик с такой присоской. Хоботок. А, Хоботок, да. И вот ну этот да. хоботок от Оли отсоединяется, и мама улетает в своем шарике. Я передаю Любови, что она может перейти туда, где отдыхают ее божественные родственники, ее души, быть М. свободной, а Оля пусть отсоединится полностью от энергий матери, отца, ее рода, принимает пусть сейчас только жизнь, гармонию и тот свет, который она получила через родителей и пришла в это воплощение. А все негативное пусть отдает по роду туда, откуда оно пришло. И пусть закрывает все порталы, и она М. стоит, опять какое-то Так. девятое измерение, и улыбается в Мгм. этом измерении. Считывается, что это Так. измерение души и Мгм. прохождение через норку сознания. Мгм. Вот, и Норка. я вижу, что эта норка — это как этот канал, канат. Сейчас это мы все работали в правом полушарии, эта вся информация находилась. И
когда это вот она очищает все, то открывается как бы переход в осознанную жизнь. То есть, когда блокировка уходит, и между правым и левым полушарием, а правое полушарие связано с эфирным планом, с божественным источником, а также с, со всем остальным. А левое полушарие ведет, дает команду. Вот. Оно как бы осознанность, осознанная жизнь, осознанный выбор. Я передаю М. Оле, чтобы она сейчас, здесь и сейчас приняла решение всегда принимать осознанный выбор и сейчас прекратила, пусть прекратит автоматическое действие этих негативных программ. Она живая душа, а все программы должны ей служить на добро, на счастье, на гармонию и на процветание. А все, что не служит ей, ее цели, здоровью, процветания, любви, гармонии, прекрасных божественных отношений с мужем и со всеми людьми, и с первоисточником, и с ней самой, пусть отправит все в портал на утилизацию. Мгм. И звучит вот так, идет информация: я пришла в этот мир свободная и уйду свободная. И ее энергосфера такая становится огромная и такая М. прозрачная, красивая. И она с этими своими крыльями в этом пространстве. Я ей передаю, чтобы она убрала все, что ей мешает быть свободной, наполнялась своей собственной энергией счастья, гармонии и процветания. И вот когда я вижу это каждый раз на сеансе, когда идет вот это наполнение своим намерением, то все то, что мешает этому намерению, просто отлетает. Так, хорошо. И вот М. опять перед ней появилась такая книга, и опять в этой книге написано, эта голова змеиная ушла, и она говорит, что она пришла свободной и уйдет свободной. Даже не уйдет, а путешествует. То есть это выглядит не как пришел-ушел, а как просто путешествие по собственной воле. Мгм. Так, Виктория, причины бессонницы остались ли в ее Но пространстве? мы еще раз будем смотреть по ее новым аспектам, более Мгм. осознанным, где она А, захочет уже удалить корни проблем. Вот мгм. тогда и посмотрим, потому что на данный момент сеанс закончен, и нет смысла сейчас вот возвращаться Ну куда-то, потому хорошо, что она уже поговорим. поднялась Мгм. вверх, уже все, она, вот я чувствую, то есть потенциал на сегодня уже завершен. Хорошо, тогда прощаемся с Олей. Да, Эм, Хорошо. Виктория, сейчас отсоединяйся от всех и всего, от всех этой ситуации, от энергии да. чужеродных. Поднимайся максимально вверх, поднимись максимально вверх. Проверь твое личное пространство, все ли в порядке. Да, все хорошо. Хорошо, наполняйся энергией любви, жизни, гармонии, света. Мгм. Ты тоже. Хорошо, да, я тоже отсоединяюсь от всех и всего, поднимаюсь максимально вверх, очищу, закрываю порталом. Виктория, я посчитаю от 1 до 3, ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Оля, Когда ты как ты сказала себя... этот мир перевернулся, я вспомнил свой сон. Во сне я видел Луну такую, которая была плоская, и она перевернулась, как таблетка. Не просто так все. Подготовка идет. Все Оля, очень, как ты конечно, себя чувствуешь? интересно. Я хорошо себя чувствую, очень много. Ну, когда вот я была маленькая, и там, когда говорили про отвержение отцом, у меня прям слезы пошли. Ну, действительно, это было, и то, что как будто меня бросили, видимо.
Ну, очень много всего. Я поняла, что сила во мне, Бог во мне, и я свободна, и мне Мгм. для этого, ну, как говорится, ну, никто не нужен, да, получается, да. Ам, Только, ну, вот это вот, конечно, магия, это, конечно, Но ну, в я так сознании еще понимаю, мы должно все, все это... все это сняли, я так Мгм. понимаю, все это как бы ушло. Ты сняла? Олечка, ты большая молодец, большая умница, у тебя все получится. Вот. То есть смотри, недельку отдыхаешь, Вот. концентрируешься на своих ощущениях, потому что духовность– это не иллюзии и не фантазии, а духовность– это связь сам с собой, чувствование своего тела, чувствование своих эмоций, чувствование своих ощущений. Ну, что я себе скажу? Я скажу, что как для первого сеанса это очень хороший сеанс и очень показательный. И мы бы, конечно, очень хотели, если бы ты разрешила нам его опубликовать в каком-нибудь виде, с аспектами, с лицом, без лица, да, потому что это поучительный очень сеанс, и он может очень многим людям помочь как раз осознать вот эту внутреннюю силу. Можете публиковать, но только чтобы меня видно не было. Лучше так. Такое прекрасное, светлое, красивое лицо, но воля человека для нас– это закон. Если хочешь, то мы закроем лицо, вот, но чтобы ты знала, что ты очень красивая. Я рада. На самом деле моя душа, наверное, того и хотела, что вот только Бог и я, и остальное это лишние какие-то ритуалы или что-то.